третье десятилетие своей независимости Казахстан вступил с мощными экономическими показателями, войдя в тройку самых быстро растущих экономик мира. Остались позади 20 лет колоссального труда по созданию экономически сильного и успешного государства. А последние 5 лет наглядно доказали, что казахстанский путь развития стал настоящим экономическим достижением. Даже в период мирового финансового кризиса наша страна сумела увеличить в 2 раза объем экономики и войти в число 51-х стран по рейтингу благосостояния населения. Рост ВВП в Казахстане в 2011 году составил 7,5%. За последние 5 лет Казахстану удалось диверсифицировать экономику, отойти от сырьевой зависимости посредством реализации программы форсированного индустриально-инновационного развития. На карте индустриализации появились сотни строящихся и уже введенных в эксплуатацию производственных предприятий, многочисленные объекты промышленной и социальной инфраструктуры. Особый импульс в развитии получили национальное здравоохранение и образование. В молодой столице построены уникальные здания и сооружения, уже снискавшие мировую известность. Карта индустриализации включает 609 проектов стоимостью 9,6 триллиона тенге с созданием порядка 180 тысяч новых рабочих мест. Вклад уже запущенных индустриальных проектов в общем объеме промышленности составил 3%, в том числе в обрабатывающей промышленности 4,8%. Только за 2011 год открыто 237 новых заводов и фабрик. Инвестиции на их создание превысили 1 триллион тенге. По признанию ведущих зарубежных экспертов, беспрецедентный успех Казахстана стал показательным для всех новых независимых государств. У правительства должна быть своя генеральная стратегия реализации прорывных инвестиционных проектов в приоритетных несырьевых секторах нашей экономики. По моему поручению правительство разработало государственную программу форсированного индустриального развития и детальную карту индустриализации страны. И эти 2 документа – подробнейший план действия того, что, где и когда мы будем строить в ближайшие 5 лет. Сегодня речь идет о реализации 162 проектов с общим объемом инвестиций 6,5 триллиона тенге. Это более 40% от ВВП страны, который позволит нам напрямую создать свыше 200 тысяч постоянных новых рабочих мест в ближайшие 3 года. Индустриальное развитие – это наш шанс в новом десятилетии, новые возможности для развития страны. Казахстан будет успешной индустриальной державой, я в это абсолютно верю. Тулпар-Тальго – это модернизация отечественного транспортного железнодорожного машиностроения. Это самые лучшие пассажирские вагоны в СНГ. Совместное казахстанско-испанское предприятие в год будет выпускать по 150 вагонов. Это как минимум вдвое увеличит скорость пассажирских сообщений на стальных магистралях страны. Завод был построен в неимоверно короткий срок, всего за 1 год, и обеспечил работой 366 человек. Стоимость проекта около 9 миллиардов тенге. Открытие первого завода по производству вагонов Тулпар-Тальго состоялось 9 декабря 2011 года. Выпуск автомобилей корейской марки Сангйонг в Кустанайской области – амбициозный проект Агромаш Холдинга. Это качественно новый уровень отечественного автопрома. Объем инвестиций – 500 миллиарда тенге. Открыто 35 рабочих мест. Проектная мощность – 10 тысяч автомобилей в год. Сборка новой модели автомобилей Сангйонг и производство комплектующих к ним началось в первой половине 2011 года. КАЗ-БелАЗ – совместное казахстанско-белорусское предприятие, один из крупных проектов карты индустриализации. Оно было создано на базе Карагандинского литейно-машиностроительного завода корпорации «Казахмыс». Проект направлен на капитальный ремонт узлов и агрегатов для карьерной автотехники, изготовлению спецтехники, а также запасных частей для самосвалов. Долю казахстанского содержания к 2015 году планируют довести до 50%. Выпускаемая техника используется на рудниках компании «Казахмыс». В перспективе экспорт в ближнее зарубежье. Стоимость проекта свыше 70 миллионов тенге. На первом этапе открыто 50 новых рабочих мест. Совместное предприятие было создано в конце 2009 года.
Единственный в Казахстане судоремонтный завод в порту Баутино, крупная база по оказанию текущих междурейсовых технических услуг морским судам. Стоимость проекта более 2,5 миллиардов тенге. Завод предназначен для ремонта судов весом до 600 тонн. Морской порт Баутино позволит поставлять казахстанские товары на мировой рынок, расширит экспортные и транзитные возможности государства. Здесь открыто 100 рабочих мест. Одновременно могут обслуживаться до 8, а в год до 60 судов. Завод открыт в июне 2010 года. Единственный в Казахстане проект по производству медицинских компьютерных томографов «Актюбе-Рентген» – один из крупных проектов, реализованных в регионе в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития. На предприятии производятся современные компьютерные томографы на 16 срезов по технологии компании General Electric. Производственная мощность – 25 аппаратов в год. Вложенные инвестиции – более 1,5 миллиарда тенге. Постоянные работы обеспечены 250 актюбинцев. Завод был открыт в июне 2010 года. Сортопрокатное производство в Тимиртау – уникальный и прорывной проект. Его значимость заключается в импортозамещении. Мощность производства – 400 тысяч тонн проката в год. Первая продукция была направлена на строительные площадки Астаны. Стоимость проекта – $150 миллионов США. В цеху работает 140 человек. Свою продукцию начал выпускать с 1 июля 2008 года. Алтын-Тау – золотая отрасль Казахстана. Проектная мощность золотоизвлекательной фабрики – 8 миллионов тонн руды в год. Это должно способствовать вхождению Казахстана в число 15 крупнейших стран-производителей золота. Благодаря этому комбинату республика сможет выйти в мировые лидеры по золотодобыче. Объем вложенных в проект инвестиций – около 59 миллиардов тенге. В Акмолинской области построен огромный комбинат со сложным оборудованием из западных стран. Создано 2000 новых рабочих мест. Объект был введен в июне 2010 года. Проект «Новая металлургия» Усть-Каменогорский металлургический комплекс предусматривает строительство медиплавильного и электролизного заводов на базе акционерного общества «Казцинк». Он реализуется в рамках государственной политики ресурсосбережения. Современная технология поможет извлечь дополнительное количество 16 разновидностей металлов. Проектная мощность предприятия – 70 тысяч тонн катодной меди в год. Объем вложенных инвестиций – 124 миллиарда тенге. С его запуском создано около 700 постоянных рабочих мест. Объект открыт в 2010 году. Металлопрокатный завод в городе Рудном Костанайской области. Прорывная технология в области металлопроката. Его проектная мощность – 75 тысяч тонн продукции в год. С запуском завода Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение сменило статус, перейдя из разряда горнодобывающих предприятий в металлургические. Общая стоимость проекта – 7,5 миллиардов тенге. Создано 650 рабочих мест. Заработал завод в июне 2010 года. Павлодарский завод «Каустик» – это обеспечение потребностей отечественного рынка собственным химическим сырьем. На заводе применяются передовые производственные технологии мирового уровня. Это совершенно новое производство, современное оборудование, привезенное из Италии. Мембранная технология позволяет производить экологически чистую и безопасную каустическую соду. В строительство завода вложено более 16 миллиардов тенге. Открыто 750 постоянных рабочих мест. Производственная мощность завода – 30 тысяч тонн сырья в год. Предприятие введено в строй в 2010 году. Степногорский завод по производству химических средств защиты растений будет выпускать 15 миллионов литров пестицидов и гербицидов, необходимых для повышения урожайности зерновых культур. Производственные мощности позволят компании вытеснить импорт и обеспечить потребность не только региона, но и всей республики. 20% продукции пойдет на экспорт в страны Центральной Азии и Россию. Объем вложенных инвестиций – 500 миллионов тенге. Постоянной работой обеспечены 40 человек. Завод был открыт в декабре 2011 года. Окситекстиль – это развитие легкой и текстильной промышленности со 100% экспортоориентированной продукцией. Стоимость проекта по производству хлопчатобумажной пряжи в Южно-Казахстанской области – 6 миллиардов тенге. Количество постоянных рабочих мест – около 300. Предприятие введено в строй в мае 2010 года. В
предгорьях Заилийского Алатау построен современный промышленный корпус молочного завода «Амиран». Предприятие стало пионером в производстве детского питания. Мощность завода – 12 тысяч тонн молочной продукции в сутки. Наборы питания представлены в широком ассортименте, делятся по возрастным группам и доступны каждому. Постоянными рабочими местами обеспечены 67 человек. Более 3 миллиардов инвестиций вложено в его строительство. Завод был открыт в мае 2010 года. Главный итог первого года первой индустриальной пятилетки – это начало серьезных структурных изменений в экономическом росте за счет реального сектора нашей экономики. Правительству необходимо принять меры по развитию электроэнергетики, которая отстает от развития экономики и может стать тормозом, а также системы транспорта. Алма-Атинское метро – одна из самых технически оснащенных и безопасных подземок. Этот быстрый и экологичный вид транспорта позволит разгрузить город от пробок на улицах мегаполиса. В рамках строительства первой очереди метрополитена построено 7 станций с общей пропускной способностью 140 миллионов пассажиров в год. Стоимость проекта – 165 миллиардов 900 тысяч тенге. Постоянными рабочими местами обеспечены порядка 1000 человек. Из всех государств СНГ, не имеющих метро, только Казахстану удалось за годы независимости построить у себя этот современный вид городского транспорта. Открытие метро состоялось 8 декабря 2011 года. Железная дорога Узень – государственная граница с Туркменистаном, выход к Персидскому заливу. Она напрямую свяжет Казахстан, центральные регионы России через Туркменистан с Ираном, странами Южной и Юго-Восточной Азии. Объем перевозок только в первый год эксплуатации составит до 9 миллионов тонн. Реализация проекта придаст новый импульс развитию экономики всего западного Казахстана. Гарантированными рабочими местами будут обеспечены более 800 человек. Стоимость проекта – 65 миллиардов тенге. Казахстанский участок дороги введен в эксплуатацию в канун 20-летия независимости республики. Международный центр приграничного сотрудничества на границе с Китаем. Часть создаваемого индустриально-логистического хаба «Хоргос. Восточные ворота». В 2011 году создана практически вся необходимая инфраструктура для начала работы МЦПС «Хоргос». Построен контрольно-пропускной терминал, рассчитанный на 10 тысяч человек. Проложено свыше 23 километров дорог. Построены автомобильный мост, 4 тоннеля, котельная, водопровод, ЛЭП и объекты погранично-таможенной инфраструктуры. Стоимость проекта с казахстанской стороны около 400 миллиардов тенге. Создано порядка 1000 новых рабочих мест. Открытие первой очереди центра «Хоргос» состоялось в июле 2011 года. Павлодар-Энерго – одно из крупнейших энергопредприятий в регионе. Динамичная и успешная реализация индустриально-инновационных объектов требует больших затрат электроэнергии, и поэтому модернизация городских ТЭЦ включена в мероприятие карты индустриализации. В канун 20-летия независимости на Павлодар-Энерго были запущены новые, соответствующая последнему слову техники турбина и котлоагрегат. Проектная стоимость модернизации более 12 миллиардов тенге. Реализация проекта позволит получить дополнительный источник тепла и повысить электрическую мощность станции до 550 мегаватт. В строительстве было задействовано 230 рабочих. Проект был запущен в декабре 2011 года. Мегапроект «Западная Европа. Западный Китай» – один из важнейших международных транспортных и транзитных коридоров на пути из Восточной Азии к Гибралтарскому проливу. Строительство магистрали планируется полностью завершить в 2013 году. К 2020 году грузооборот увеличится в 2 раза. С запуском скорость доставки товаров между Западной Европой и Китаем сократится в 3,5 раза по сравнению с действующим морским путем. На строительстве работает более 35 тысяч человек. Его финансирование осуществляется с помощью Всемирного банка, а общая стоимость превысила 800 миллиардов тенге. На Жамбылском отрезке пути уже построены 250 километров. Поток легковых и грузовых автомобилей начал движение по новому участку автокоридора в декабре 2011 года. Газопровод Карачаганак-Уральск – это газификация 170 сельских населенных пунктов, расположенных по левому берегу реки Урал, между Карачаганакским месторождением и областным центром Западного Казахстана. Стоимость строительства трубопровода общей протяженностью более 300 километров составила около 300 миллионов долларов США. Строительство второй и третьей ниток газопровода Карачаганак-Уральск завершилось в июне 2010 и сентябре 2011 годов соответственно.
Железнодорожная линия Жетыген-Кургас – один из крупнейших проектов госпрограммы форсированной индустриализации и является частью индустриально-логистического хаба Хоргос «Восточные ворота». Его стоимость составляет 165 миллиардов тенге. Дорога была построена в рекордно короткие сроки, всего за 3 года. На ее строительстве было задействовано более 5500 человек. Это новая магистраль между Казахстаном и Китаем. Грандиозный проект станет частью трансконтинентального коридора между Европой и Азией по примеру древнего шелкового пути. Объем перевозок составит до 10 миллионов тонн в год. Движение по новому транзитному участку Жетыген-Кургас было открыто в декабре 2011 года. Мойнакская гидроэлектростанция – один из амбициозных энергетических проектов независимого Казахстана. Это единственная на всем пространстве СНГ крупная высоконапорная ГЭС. Она обеспечит независимость Казахстана от импорта регулирующей мощности из объединенной энергосистемы Центральной Азии. Мощность напора воды составляет 300 мегаватт. В строительство ГЭС вложено 54 миллиарда 129 миллионов тенге. Открыто 127 постоянных рабочих мест. Мойнакская ГЭС максимально автоматизирована, а процесс производства основан на безаварийной технологии. Гидроэлектростанция на реке Чарын введена в строй к 20-летию независимости Казахстана. Энергетический мост Север-Юг Казахстана вдвое увеличил поставки электроэнергии в южные регионы страны. Новая линия транзита решила проблему энергодефицита, который был вызван ростом промышленных предприятий и демографическим бумом на юге Казахстана. С момента начала строительства линии было создано порядка 1000 новых рабочих мест. Высоковольтная линия в 500 киловатт соединила города Чу в Южно-Казахстанской области и Экибастуз в Павлодарской. Стоимость проекта приблизилась к 44 миллиардам тенге. Вторая транзитная линия Север-Юг была завершена в ноябре 2009 года. Автомагистраль Астана-Щучинск-Бурабай стала ключевым проектом в развитии столицы как одного из крупных центров международного взаимодействия в евразийском пространстве. С 2006 года велись работы по строительству первой скоростной автомагистрали на участке Астана-Щучинск по параметрам 1А технической категории с 6-полосным движением под расчетную скорость 150 км в час. На ее строительстве было занято более 2000 рабочих. Общая стоимость проекта составляет около 115 миллиардов тенге. Для обслуживания участка сооружены 5 объектов дорожной службы. Автобан был открыт 20 ноября 2009 года. Для обеспечения безобъема современных лайнеров в Алма-Атинском международном аэропорту в 2008 году была введена в эксплуатацию вторая взлетно-посадочная полоса, оснащенная современным аэронавигационным оборудованием. Ее длина 4,5 километра, ширина 60 метров. Полоса способна принимать все типы воздушных судов без ограничения как по максимальной взлетной массе, так и по интенсивности полетов. Ей присвоена 3А категория ИКАО. Аэропорт Алматы имеет статус хаба международного транспортно-дистрибьюционного узла, ориентированного на привлечение основных грузовых потоков в направлении Азия-Европа-Азия. В связи с ростом объема транзитно-трансферных грузов была построена первая очередь крупнейшего в Центральной Азии мультимодального грузового терминала, который играет важнейшую роль в увеличении объемов экспорта, импорта и транзитных перевозок через территорию Республики Казахстан. Здоровый образ жизни и принцип солидарной ответственности человека за свое здоровье – вот что должно стать главным в государственной политике в сфере здравоохранения повседневной жизни нашего населения. В Казахстане за последние 5 лет построено порядка 150 новых поликлиник, больниц и медицинских центров. В 2009 году в рамках госпрограммы «100 школ, 100 больниц» в городе Аксу Павлодарской области открылась новая поликлиника на 500 посещений в смену. Поликлиника оснащена современным медицинским оборудованием японских и датских производителей. Стоимость проекта превысила 1 миллиард тенге. Новый центр крови в Шымкенте позволил увеличить объем ее заготовки и обеспечить качественными препаратами крови и ее компонентов население региона, в том числе детей и беременных женщин. Современные технологии гарантируют чистоту и безопасность полученных здесь препаратов. Объем инвестиций достигает около 2 миллиардов тенге. Пропускная способность модернизированного медучреждения составляет 20 тысяч литров в год. Оборудование поставлено ведущими мировыми производителями из США и Франции. Новый центр крови начал работу в 2010 году.
Успешно развивается национальная мобильная медицина. Консультативно-диагностические поезда Денсаулык, Жардем и Саламаты Казахстан созданы в целях оказания высококвалифицированной медицинской помощи жителям казахстанской глубинки. Поезда укомплектованы лечебно-диагностическим оборудованием последнего поколения, обеспечены медикаментами и расходными материалами. За 1,5 года осмотрено 382 тысячи жителей 212 станций всех областей республики, а в 2012 году они проедут еще 284 станции. Передвижные медицинские комплексы – это еще один проект транспортной медицины. 50 комплексов стоимостью свыше 4 миллиардов тенге оснащены современным медоборудованием. Наконец 2011 года специалисты комплексов осмотрели почти 100 тысяч пациентов. Экстренная медицинская помощь в стране осуществляется санитарной авиацией, которая направлена на снижение смертности от несчастных случаев. В июле 2011 года создан координационный центр санитарной авиации. Закуплен современный авиатранспорт. Только за 5 месяцев 2011 года совершено 268 вылетов. На месте было проведено 25 экстренных операций. Качество высшего образования должно отвечать самым высоким международным требованиям. Вузы страны должны стремиться войти в рейтинги ведущих университетов мира. Особый приоритет в сфере образования будут иметь проекты, подобные создаваемым в Астане уникальным учебным заведениям. Я уже говорил, новый международный университет, который откроет свои двери в июле этого года. И интеллектуальные школы, которые будут готовить детей для этого университета, которые уже успешно, кстати, работаете в Астане, Кокшетау, в Семее. К 2020 году все дети, как в городской, так и сельской местности, должны быть охвачены дошкольным воспитанием и обучением. Помимо Назарбаев университета, инженеров новой формации, согласно реформированию и модернизации системы высшего образования, приступили все вузы страны. Для молодежи это отличный шанс подготовить себя к работе в реальной инновационной экономике. Страна не только строит новые, но и модернизирует существующие учебные заведения. Международный IT-университет создан в парке инновационных технологий Алатау. ВУЗ будет готовить IT-специалистов для отечественного рынка индустрии инноваций. Это принципиально новое учебное заведение, партнер американского университета Карнеги Меллон. IT-университет открыт в сентябре 2009 года. Новый главный корпус Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Есенова в городе Актау был сдан в эксплуатацию в 2009 году. Общая площадь здания около 25 тысяч квадратных метров. Профессорско-преподавательский состав превышает 400 человек. В ВУЗе обучается свыше 6 тысяч студентов западного региона. Университет перешел на международную структуру высшего образования. Он является членом Ассоциации университетов прикаспийских государств. В 2008 году Казахстан занял 4-е место среди 129 стран мира по индексу развития образования, согласно отчету ЮНЕСКО. За последние 5 лет в стране построено 391 школа, 500 колледжей. Создана сеть интеллектуальных школ первого президента. Новая школа распахнула двери в городе Чужа Амбылской области. Она приняла 780 учащихся и стала одной из самых крупных в городе. На строительство учебного заведения было выделено 900 миллионов бюджетных тенге. Учебное заведение было открыто в 2011 году. Школа новой формации для одаренных детей Акмолинской области открыта в Кокшетау. В интеллектуальной школе физико-математического направления процесс обучения проходит в 3 уровня – дошкольное и начальное образование, основное среднее образование и общее среднее образование. Первый звонок для ее учеников прозвучал в сентябре 2009 года. Проблема нехватки детских садов была актуальной во время прямой линии с главой государства в ноябре 2009 года. Для ее решения президент поручил Кабмину разработать программу «Балапан». Сегодня сотни тысяч юных казахстанцев получают квалифицированное дошкольное воспитание и образование. За последние 5 лет по всей стране открыто свыше 5000 новых детских садов. Только в 2011 году построено 65 новых дошкольных учреждений. Всего к 2015 году дошкольным воспитанием и обучением будут охвачены свыше 600 тысяч детей. Обеспечив место ребенку в своем социальном институте, мы закладываем фундамент в формирование гражданина и будущего патриота Родины. В самые трудные годы, вспомните, мы начали строить и создали новую столицу страны Астану, когда никто не верил, что мы это сможем осуществить. Мы это сделали, это видит весь мир. Давайте будем следовать этому хорошему опыту.
Тауиль-Сыздық сарайы – уникальное архитектурное сооружение, главная площадка для проведения международных форумов и масштабных мероприятий. Дворец независимости – это настоящая жемчужина, выросшая в казахстанской столице всего лишь за 1 год. Его площадь свыше 60 тысяч квадратных метров. Открытие Тауиль-Сыздық сарайы состоялось в канун Дня независимости в 2008 году. Мемориальный комплекс «Казак-Елі» представляет собой стелу с установленной на ее вершине образом птицы Самрук и 4 бронзовыми барельефами у основания. Первый президент и народ Казахстана, мужество, созидание и будущее. Высота монумента 91 метр, что символизирует 1991 год, когда Казахстан стал независимым государством. Мраморное основание монумента представляет чистоту помыслов и межэтническую гармонию народа Казахстана. Монумент «Казак-Елі» был открыт в 2009 году. Назарбаев университет – важнейший национальный проект. ВУЗ создан при содействии крупнейших мировых образовательных центров США, Европы и Азии. Сотрудничество с ведущими университетами, находящимися в рейтинге 30 лучших высших учебных заведений мира. Университет не имеет аналогов на всем постсоветском пространстве и создан по инициативе главы государства Нурсултана Назарбаева. Воплощая данную инициативу, президент способствует качественному прорыву по подготовке следующего поколения национальной технической и научной элиты, способные внести вклад в развитие индустриально-инновационного будущего страны. Комплекс университета расположен на левобережье столицы. Его архитектурное решение соответствует лучшим западным стандартам. Прием первых студентов начался в сентябре 2010 года. Административное здание национальной компании «Казахстан-Темиржолы» имеет оригинальный силуэт, образованный композиционным единством 2 высотных башен полукруглой формы. Одна башня состоит из 37 этажей, другая – из 40. Их центры смещены относительно друг друга. Здесь находится автоматизированный центр управления перевозками. Диспетчеры руководят всем процессом грузовых и пассажирских перевозок в Казахстане. Объект введен в эксплуатацию в 2010 году. Республиканский диагностический центр на сегодняшний день является одним из лучших в мире. Центр оснащен эксклюзивным диагностическим оборудованием из Европы, США и Японии. Оказываются услуги по 58 видам медицинской деятельности. Посещаемость центра 500 пациентов в смену. Ежегодное содержание объекта более 5 миллиардов тенге. Национальный научный центр материнства и детства стал одним из передовых объектов медицинского кластера города Астаны. Персонал центра использует на высоком уровне передовые медицинские технологии и методы. Медицинское обслуживание проводится в 36 отделениях с современными комфортабельными условиями для пребывания пациентов. Его мощность рассчитана на 500 коек. В центре работает 1245 человек. Официальное открытие состоялось в 2007 году. Новые пути развития нейрохирургии в Казахстане связаны с открытием одноименного республиканского научного центра в Астане. Здесь оказывают высококачественную нейрохирургическую помощь на основе передовых медицинских технологий, мировых стандартов качества медобслуживания и международного медицинского менеджмента. Мощность 160 коек. Центр был открыт в 2008 году. Центральный концертный зал «Казахстан». Воплощенная в жизнь идея итальянского архитектора Манфреди Николетти. Стоимость проекта более 28 миллиардов тенге. Он был возведен за 4 года. Универсальный концертный зал имеет только один подобный образец в Австралии, а вот по своей вместимости он является одним из самых больших залов в мире. Распахнувший свои двери в канун 18-летия Дня независимости, Центральный концертный зал «Казахстан» стал символом торжества суверенитета. Хан Шатыр – крупный торгово-развлекательный центр. Он вошел в десятку лучших мировых эко-зданий по версии журнала Forbes Style, став единственным зданием в СНГ, которое журнал счел возможным включить в свой хит-парад. Здание представляет собой гигантский прозрачный шатер высотой 150 метров. Архитектор Норман Фостер. Стоимость проекта – $232 миллиона. Хан Шатыр был открыт в 2010 году. Торгово-развлекательный центр «Керуен» расположен на Водно-Зеленом бульваре. Центр семейного типа имеет классификацию класса А. Его общая площадь составляет 58 тысяч квадратных метров. Развлекательная площадь составляет 1/3 часть всех площадей центра. С открытием «Керуена» у бизнесменов появились широкие возможности. Трудоустроено 2000 астанчан. Выставочный центр «Корме» Центра международной торговли «Астана» спроектирован и построен в соответствии с высокими международными стандартами. Объект расположен в новом административно-деловом центре столицы. Общая площадь 29 тысяч квадратных метров. В «Корме» проводятся крупные международные выставки и ярмарки.
центр оптовой торговли. Метро управляет центрами оптовой торговли в 30 странах мира. Под одной крышей представлен широкий ассортимент из свыше 13 тысяч наименований продовольственных и 12 тысяч непродовольственных товаров высокого качества по конкурентной оптовой цене. Магазин в Астане трудоустроил около 250 местных жителей. Сумма инвестиций в проект составила 3 миллиарда тенге. Отель «Пекин Палас». Небоскреб построен в традиционном восточном стиле. Единственный в Казахстане вращающийся китайский ресторан на 23-м этаже и лобби-бар. Китайская компания вложила в эту гостиницу более 100 миллионов долларов. Высота здания 127 метров. Здесь имеются восточные и европейские рестораны. Спортивная инфраструктура, которую мы готовим к азиатским играм 2011 года, создаст необходимые предпосылки для развития массового физкультурного спортивного движения, заставив регионы не отстать от Астаны и Алматы. Официальная церемония открытия 7-х зимних азиатских игр состоялась на новом уникальном крытом футбольном стадионе «Астана-Арена» с раздвижной кровлей, отличным полем из травяного итальянского покрытия и инфраструктурой, приспособленной к проведению матчей мирового уровня, а также концертов. Это 6-й по величине в мире стадион с двигающейся крышей, которая полностью открывается и закрывается за 20 минут. Открытие объекта состоялось в канун десятилетия столицы. Крупнейший в мире высокогорный спортивный комплекс «Медео» расположен в одноименном урочище Заилийского Алатау на высоте около 1700 метров. Объект сооружен в 1972 году. Реконструкция катка была проведена в преддверии 7-х зимних азиатских игр 2011 года. Ледовое поле катка будет работать по новой 6-зонной схеме. Для каждой зоны предназначена своя группа холодильных агрегатов. Проведена полная замена старого машинного зала, установлены новые современные холодильные установки. Стоимость реконструкции – 19,5 миллиардов тенге. Горнолыжный курорт Шимбулак претерпел реконструкцию в ходе подготовки к зимней Азиаде. Общая протяженность трасс с 6 километров увеличилась в среднем вдвое. На наиболее оживленных участках зона катания расширена в 10-20 раз. К Азиаде была построена суперсовременная канатная дорога от спортивного комплекса «Медео» до горнолыжной базы Чимбулак протяженностью 4,5 километра. По новой гондольной линии подъем к горнолыжным трассам занимает не более 15 минут. Общая стоимость реконструкции комплекса «Медео» Чимбулак составила почти 1 миллиард 200 миллионов долларов. Дворец спорта Алау построен в соответствии с установленными международными стандартами, техническое освещение которого обеспечено оборудованием ведущих производителей мира. Сердцем конькобежного центра Алау является ледовая арена, поле, площадь которого превышает 9500 квадратных метров. Для заливки льда используется вода, прошедшая 4-ступенчатую очистку. По итогам результатов 7-х зимних азиатских игр Ледовый дворец Алау занял 16-е место в мировом рейтинге скоростных катков мира. Во время азиатских игр Ледовый дворец спорта Казахстан был задействован для проведения соревнований по хоккею с шайбой. Дворец соответствует всем международным стандартам и рассчитан на 5332 зрительских места. Именно здесь выступала национальная сборная и победно звучал гимн Казахстана. В августе 2010 года в Москве спортивное сооружение было названо лучшим ледовым дворцом для проведения спортивных соревнований на Международном конгрессе «Дни ледовых арен». Стадион не только является базой для столичной команды «Барыс», но и предназначен для простых любителей хоккея. Здесь же куются кадры и для будущих олимпийских побед Казахстана.